Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу провести для вас общий расклад Таро на тему, что вам хотят сообщить высшие силы, о чем вам важно знать прямо сейчас, на что или на 100% на что стоит обратить внимание. Такая оговорочка, да? Настройте на себя, на свою ситуацию, на то, что происходит в вашей жизни. Постарайтесь, чтобы в ближайшие полчаса вас как минимум никто не отвлекал. Мы постараемся сегодня сделать такое неглубокое погружение в вашу реальность. Ну и по ситуации будем смотреть, начиная с того, что кто пришел на расклад и как видят карты Таро вашу ситуацию в личной жизни прямо сейчас. Ух ты! Смотрите, чья-то перчатка, судьба бросает вам вызов, кто-то вам что-то навязывает, кто-то что-то предлагает вам, и это предложение может быть не очень для вас, давайте я так скажу, не очень интересным в принципе. Может быть, у вас есть какая-то навязчивая идея, которую вы хотите реализовать. Но в вашу жизнь реально кто-то вторгается, кто-то лезет, в общем-то, да. Но на первый взгляд в вашу жизнь кто-то лезет чистыми руками, в белой перчатке, да, что-то предлагает или действительно бросает вызов. Хорошо, посмотрим, какая-то навязчивость или навязчивая мысль, или кто-то навязывается в вашу жизнь. Хорошо, давайте дальше. Что происходит? Ой, тут еще и семейные устои. Может быть такое, что родители вам что-то навязывают. Может быть такое, что то, что навязано вашими родителями, папой, мамой, особенно которые уже так, которым далеко за, да, сколько за, это вы знаете. Или которые вас далеко за мучили, да. Вам навязывают какую-то семейную ценность. И вам предлагают что-то, что в принципе вам может, оно или неудобно, или оно уже отжило, или неудобно отжило, да, или да не нужно оно вам, да, вот такое ощущение, что вам реально предлагают какое-то правило или какую-то традицию, которая вам не нужна. Ну, например, там, я не знаю, пойти к кому-то на юбилей, к примеру, да, а вы не хотите, как вариант. А вам не хватает именно вот нежности, тактильности, отношений, приятных свиданий, фраз каких-то хороших. И, например, вам могут говорить: вот в нашей семье так не принято. Или, например, у вас есть партнер или партнерша, который не соответствует взглядам вашей семьи, особенно авторитетных его членов, да, там бабушки, дедушки, и так далее, родственников. Может быть, вам навязывают партнера, который больше подходит не вам, а тем членам семьи, которые видят этого партнера, да, вот такое почему-то идет. Ну хорошо, давайте дальше смотреть. Ну и в ваши отношения могут вторгаться члены вашей семьи. Вот здесь тоже это. Особенно те, которые любят контролировать. И тут не важно, кто вторгается: бабушка, мама, папа или дедушка, да, вот такое. Ну и в этой ситуации у вас каждый из вас, из тех людей, которые в этой ситуации оказались, у каждого своя реальность. То есть родители оторваны от реальности, и вы оторваны от реальности. И каждый бежит за своей реальностью и особо, знаете, не прислушивается друг к другу. Такое часто, кстати, бывает.
в каких-то ортодоксальных семьях, да, или в семьях с ортодоксальным каким-то подходом к какому-то делу, да, религиозных, например, да. Ну и да, действительно, вам навязывают отношения. Показная романтика, видите, здесь павлин выпадает. Вот такой вот. Могут сватать там за какого-то мужчину, который чрезмерно, ну, как павлин, вам не подходит как женщине, или вам сватают женщину, которая тоже вам не подходит. В общем, знаете, на ваши отношения, как минимум, в общем, да, может влиять мнение чужих людей, подход чужих людей, дело чужих людей, прикосновение чужих людей, иллюзия чужих людей. Мамы, папы, дедушки, бабушки, рода в целом. Ну и может вас кто-то хочет познакомить или сблизить, может примирить или, ну или наоборот рассорить, да, вот так вот. Окей. Давайте посмотрим тогда. Что вам навязывают все-таки, да? Что вам навязывают? Вот идет навязчивость, мы ее сейчас и проверим. Что вам навязывают? Что вам навязывают? Интересно. Ну, вам навязывают все-таки или отношения, или работу какую-то, да, или работу в отношениях, или и работу, и отношения. Здесь все-таки восьмерка пентаклей идет как работа, ну, она здесь как больше какая-то там творческая или интеллектуальная, да, не физическая, но учитывая то, что девушка здесь пишет, то вам могут навязывать как обязанности или работу, которая вам не очень подходит, но что все-таки бежать за своей иллюзией, ну, может вам она действительно не подходит. Либо вы встречаетесь с одним человеком, которого вам навязывают или уже навязали, а у вас в мечтах, в иллюзии совершенно другой человек. Причем в отношениях может быть как павлин, да, какой-то, так и, в принципе, адекватный человек, а павлина вам навязывают, да. Окей, хорошо. Каковы ваши семейные устои? Давайте разберемся, что с семейными устоями. Что с вашими семейными устоями? Ну, у вас такие семейные устои, где каждый друг друга должен помогать, выручать и приходить на помощь. Действительно, знаете, есть такие люди, которые постоянно причиняют добро. Слышите, как это звучит, да? Причинять добро. И вот здесь эта женщина, да, она причиняет добро. Ну, как бы она несет добро, да, в своих руках. Но вот семейные устои или какие-то правила, да, семейные, часто, да, когда один эгрегор влияет на личность, то часто он может деструктивно влиять. Особенно если это делается навязчиво, да. Поэтому я скажу так. В вашей семье семейные устои таковы, что старший или более сильный помогает младшему. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но если вы уже самостоятельная личность, которая, ну, как минимум совершеннолетняя, то навязчивая помощь может вредить как вам, которому помогают, и как вам, который помогает, да, кому-то. Окей. Хорошо. Давайте разберемся с этой нежностью. Представьте себе, что есть некий человек, мужчина или женщина, который или которая нежен или нежна с вами. Да? Какова эта нежность? Искренняя, ну и так далее. Искренняя. Это нежность, похожа на чистое чувство. То есть вас, когда нежно обнимают или прикасаются к вам, да,
или смотрят на вас с какой-то нежностью, это искренне и чисто. В этом случае с вот этим человеком в этой паре, о которой вы сейчас вспомнили. Окей? Или которую вы даже не вспомнили. Да, может быть и вспомнили и почувствовали. Окей. Хорошо. Хорошо. Пока что так, ну. У меня такое ощущение, что здесь вам навязывают то, что мешает вашим отношениям. У вас отношения вроде бы как зарождаются, а вам что-то поднавязывают. Ну, пока так. Хорошо. Бежать за иллюзией. Да, вот эта карта. Она о чем? Давайте посмотрим. Я сказал так, что каждый как бы в вашей семье бежит за своей иллюзией. Давайте просто спросим, о чем это. Ну, давайте так скажем. Вот эта гонка за иллюзией здесь, в вашей семье, с вашими семейными устоями, она не облегчает карму ни вам, ни вашим родственникам, ни вашему окружению, ни тому человеку, который с вами может быть нежен, мягок. И если вы будете и дальше бежать за этой иллюзией, то боюсь, что количество мешков, подушек, одеял или количество рюкзаков на вашей спине будет все еще больше, больше и больше. То есть легче вам не станет. Поэтому, ну, как минимум, может быть, стоит прекращать какое-то иллюзорное взаимодействие, да, в этой ситуации, давайте так скажем. Окей. Хорошо, давайте посмотрим, что это за такая показательная романтика тут у вас. Что за показательная романтика? Или показная даже. Или что это за павлин такой? Ну, это 13-й аркан. Это роковой человек. Это может быть роковая женщина и роковой мужчина. Поэтому эта показная романтика может все радикально поменять в вашей жизни, изменить. Хорошо это или плохо, не могу знать пока. Карта контроверсийная. Иногда 13-й аркан ведет к чему-то хорошему. Но, как всегда, как правило, да, точнее, 13-й аркан ведет через какую-то, ну, как минимум, тяжелую какую-то ситуацию в жизни. Да, 13-й же все-таки. Чертова дюжина. Окей. Как выглядит работа? Как выглядит работа, которую вам навязывают? Слышите? Как выглядит работа, которую вам навязывают? Как выглядит работа, которую вам навязывают? Ну, смотрите, семерка мечей — это карта как минимум кражи, хитрости, обмана. Я бы так сказал. Ту работу, которую вам навязывают, вы с ней больше теряете, нежели находите. Особенно, если это не физическая работа, а работа в отношениях, например. Например, вам навязывают человека в отношения, и вы в нем сомневаетесь. Вот вы в нем не просто так сомневаетесь. То есть, если вам его окончательно навяжут, то лучше от этого не станет. Если у вас есть параллельное отношение с человеком, который есть, и с ним вроде бы как все хорошо, и который вроде бы как есть еще, но с ним обещают быть еще лучше, то здесь может быть крыться самообман. То есть вы можете себе в этих отношениях навредить. Окей? Ну, услышьте этот момент. То есть та работа, которую вам навязывают, она как минимум или нечестная, или ведет
события, предсказать которые и управлять которыми вы не сможете. И влиять на них вы не сможете. Роковые события. Да, 20, смотрите, 7 и 13 страшный суд. Хорошо, давайте посмотрим. Нужна ли вам действительно помощь ваших родственников и вашего рода? Вот здесь вопрос. Нужна ли эта помощь вам? Ну, вообще, это карта о предупреждении. О предупреждении. О предупреждении. Король мечей всегда говорит: будь осторожен, будь аккуратен. Власть есть некая, да? Есть некая сила, противостоять которой у тебя вряд ли получится или будет очень тяжело. Поэтому будьте осторожны с этой помощью. Особенно будьте осторожны, если помощь идет или связана с каким-то авторитетным мужчиной, который имеет отношение к власти, или от семьи, которая имеет отношение к власти. Здесь идет вот такой месседж вам. Хорошо, давайте посмотрим. А к чему ведут эти нежности и эти чувства? Или куда ведут эти нежности и эти чувства? Сами знаете с кем. Ух ты! Эти нежные чувства могут завести вас в отношения брачного характера. То есть вы можете потенциально расписаться. Ну и, кстати, вот эта карта здесь усиливает. Усиливает это значение. Окей. Хорошо. Как можно сбросить груз этой иллюзии, в погоне за которой вы теряете больше, чем находите? Или как можно разгрузить эту ситуацию? Ну, просто так нелегко здесь ее разгрузить. Объясню почему. Пятерка жезлов и десятка жезлов. Десятка тяжелая карта. Пятерка, она не сколько тяжелая карта, сколько динамичная, и иногда приходится противостоять чему-то. Но здесь же в чем смысл? Здесь смысл в том, что 10 и 5 дьявол получается, да? А дьявол о том, что для того, чтобы сбросить бремя этой иллюзии, нужно побороть. Пятерка жезлов — это борьба и игра. Или переиграть кого? Дьявола. То есть вам нужно или переиграть, или побороть дьявола. Поэтому легко ли это будет сделать? Нет. Возможно ли? В принципе, да. Что нужно сделать? Переиграть или побороть дьявола? Слышите? Хорошо. Опасно ли это показная романтика? Ну, например, можно даже спросить: рискуете ли вы показывать вот эти отношения? Рискуете ли вы о них заявлять, говорить кому-то что-то о своих отношениях? Вплоть до соперницы, да, если там, допустим, вы с кем-то в любовницах, да, такое часто бывает, да, где любовница меня, например, спрашивает, стоит ли мне идти на связь с женой и говорить, что я есть. Очень часто такое бывает, да. То есть, показывать вам ваши отношения или нет? Что скажут карты Таро? Ну или друзьям говорить, родителям, родственникам и так далее. Ну, смотрите, здесь вообще глашатай говорит о том, что в принципе да, но готовьтесь, если вы об этом заявите, то уже точно ваша жизнь изменится на 180 градусов. Поэтому здесь, если вы говорите об этом, то нужно знать, что тогда уже ничто
не может повлиять на вас лично, ну, энергетически, на вас лично физически и на ваши отношения, и на вашего партнера, если вдруг это может ухудшить ваши отношения, и они вам дороги. Окей? Поэтому скажу так. Ваше разглашение информации изменит вашу жизнь. Ну, и смерть здесь есть, и страшный суд. То есть 100% все поменяется. Ну, как бы получается условно, вы умираете и воскресаете. Да? То есть к этому просто нужно быть готовыми, если вы в паре здесь. А у нас все крутится вокруг пары, вокруг альтернативного партнера, вокруг иллюзии, вокруг того, кто на вас влияет, и вокруг вторжения, где это влияние, оно где-то навязывает что-то или пытается что-то изменить. Хорошо. Давайте спросим, на какую хитрость вам нужно идти? Вот хитрость, вот работа, вот влияние. А у вас, видите, 7 на 7. Ну, на все хитрости, которые связаны с вашими границами, с вашими именно интересами и с защитой своих границ и своих интересов. То есть, если действительно в ваши границы влазит, я, видите, изначально как бы подозревал, и вот оно действительно, смотрите, нужно хранить деньги там, где не украдут, или отстаивать свою территорию, отстаивать свои интересы на работе, в бизнесе и так далее. То есть, смотрите, на какую хитрость? На любую хитрость идите, если эта хитрость защитит вас, ваши дела, ваши деньги, ваши интересы, ваши отношения. Все, что связано с защитой и интересами. Ну, может быть, поставить новую сигнализацию. Может быть, как-то какую-то защиту себе прокачать, да, физическую, интеллектуальную, техническую, ну или энергетическую, да. Окей. Чего стоит опасаться от этой помощи? Конкретно чего стоит опасаться? От помощи, которая вам идет. Ну, смотрите, любая помощь, она идет в интересах мужчины, воздуха или сильного мужчины. И женщины, императрицы, это матери. Поэтому, если вы действительно просите помочь по отношению к женщине или по отношению к мужчине, ну, может быть, она ничем не угрожает. Но в конечном итоге интересы матери в этой помощи, они первичны. И выиграет от этого мать или мама, или женщина, телец, козерог, дева, ну это прежде всего телец. И это касается денег, которые принадлежат женщине. Поэтому, ну, либо, может быть, в худшем случае вы теряете какие-то деньги, либо просто вам придется заплатить, да, за эту помощь в конечном итоге. В принципе, карта неплохая, но она как минимум о рисках, да, каких? О рисках потерять деньги и не получить свои интересы, не отстоять свои интересы. Поэтому какие тут риски, чего бояться? Женщина-мать или старшая женщина может отстоять свои интересы на мужчину, на сына, или на деньги, или на имущество, даже на детей по вот этой карте. Хорошо. Переходим здесь к отношениям. Ну, посмотрим, есть ли счастье в этих отношениях, в законном браке. 4 мечей. Ну, если никто не будет навязывать вам ничего, вас оставят в покое. И знаете, есть такая пословица, как деньги любят тишину и счастье любят тишину. То, в принципе, да. Карта неплохая, 4 мечей. То есть, есть ли счастье в этом браке, давайте так скажу,
Здесь как минимум есть спокойствие или покой. Ну, можно ли назвать это счастьем? Да, если вы любите покой, и чтобы вас никто не дергал лишний раз. Окей? Есть ли шанс на успех в преодолении дьявола? Давайте посмотрим. Шанс на успех в преодолении дьявола. Да, есть. Тройка кубков. Особенно если этот дьявол связан с треугольником, отношением любовницы и любовников, или жены с любовниками, или навязчивого влияния семьи. Вот эта карта еще раз. Она здесь достаточно сильная. Это влияние, и эта семья тоже достаточно сильная. Окей. Хорошо, как может измениться ваша жизнь? В какую сторону меняется ваша жизнь в ближайшем будущем? В лучшую сторону. Отношения могут пойти по хорошему сценарию. Может родиться ребенок, если действительно идет к этому. Потепление в отношениях, выздоровление отношений. Выздоровление физическое и финансовый канал, ну, есть шансы на то, чтобы его отстоять, этот финансовый канал, как минимум. Давайте еще посмотрим, что скажут карты Таро. Вы можете выбрать, сейчас вот поставить на паузу и выбрать себе любую вертикаль. Первая вертикаль – навязчивость. Вторая – семейные устои. Третья – нежность. Четвертая – бежать за иллюзией. А пятая – показная романтика. Да? Контексты каждой вертикали вы услышали только что. И на каждую вертикаль я положу карту и скажу вам ключевое слово. Совет по каждой карте. Можно выбрать все карты, а можно выбрать комбинацию или какую-то конкретно одну карту. То есть подсказка высших сил, такой месседж, да? Итак, уверен, что вы готовы. Выбрали либо все, либо одну. Если что, поставьте на паузу. Вы сняли с паузы, поехали. Смотрите, вот эта навязчивость, с ней нужно быть очень аккуратным, потому что то, что вам навязывают или навязчиво лезет к вам, оно может забрать или похитить у вас гораздо больше, чем вы представляете себе. И оно может навредить вам, вашей семье, вашим отношениям и вашим детям. Семейные устои, вот эти вот, которые вы выбрали, они не стыкуются с вашими устоями. И я вам скажу так, что здесь, если вам навязывают вдруг помощь или влияют, то делают это хитро и со своими интересами, к сожалению. И вы, возможно, видите, может быть, за этим какое-то благородство, а в конечном итоге это выйдет какая-то хитрость, к сожалению. И семейные устои здесь идут по Сатурну, и по Скорпиону, и по Льву. Поэтому, если у вас семья достаточно сильная, то это не значит, что она не коварная, не значит, что она не агрессивная, и не значит, что вы с ней, с этой семьей не связаны какими-то кармическими узлами. Сатурн. Нежность. Вот эти отношения, они ведут вас к исцелению или несут вам исцеление. Они вам, эти отношения, полезны. Очень классная карта, и как будто бы здесь две родственных души, не пламенных близнеца, которые искали себя
точнее друг друга, да, еще со времен древних, ну, древних шумеров, Месопотамии и так далее, да, вот, с древнешумерского какого-то времен. Это старая любовь, очень древняя любовь у вас. Или любовь родственных душ, которая ведет вас к покою и упокоению этих душ. Бежать за иллюзией, что означает? Здесь у каждого своя иллюзия, но как минимум навязываемая вам иллюзия, она может вести вас в пустоту. Но будьте внимательны и осторожны, не бежите ли вы в пустоту и не пребываете ли вы в своей иллюзии, которая ведет вас в никуда. Ну и последнее. Показательная или показная романтика. Ну и все-таки, как я и предполагал, показная романтика или то, что показушно, да, оно есть демоническим, несет демонический в себе подтекст, характер. Оно дикое, оно не цивилизованное, да. И если вам навязывают какое-то доверие, помните, что за этим могут скрываться демоны. Но вам не нужно. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи и до встречи. Пока-пока.